Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про кириллическую диакритику, чем она отличается от латинской, и также поговорим о прописных версиях диакритики для прописных, соответственно, символов. Я добавил диакритические знаки, которые мы с вами используем в расширенной латинице, но, как я и говорил ранее, кириллическое бреве отличается от того, что у нас есть в латинице. Поэтому нам нужно создать ее альтернативную версию, которую мы сможем использовать в букве и кратко. Где-то она у нас вот здесь. Сейчас я ее включу, отображение. Вот, нам ее не хватает здесь. Потому что мы не можем использовать здесь обычное бреве. Вот, для этого нам нужно сделать новый глиф. Для того, чтобы создать новый глиф, мы можем кликнуть на любую из ячеек и выбрать фонд New Glyph. Появится окно, в котором мы можем написать необходимое нам название. Так как то бреве у нас латинское и у него название бреве, мы делаем кириллическое. Поэтому я пишу бреве и дописываю кир. Ну или в данном случае можно написать кириллик или сайриллик, либо как-то иначе. Но вот самый простой вариант — это бреве кир. В принципе, нам вот достаточно будет, чтобы понять и отличить между собой этот глиф. Вот, это один из вариантов. Мы создаем его, у нас получается вот такой пустой глиф с, скажем так, с названием, отличающимся от стандартного. У него нет юникода, потому что это символ, который мы создаем из ниоткуда. Вот. А можно просто продублировать глиф. Допустим, я удалю вот это. У меня вот здесь уже нарисован рисунок бреве. Я могу его просто продублировать, Ctrl-D. Например, пускай будет Alt. Нажимаю Alt. Жму ОК. И теперь он так или иначе привязан к этому бреве. Мы это видим по юникоду и по приставке Alt. Но нам нужно его отвязать. Поэтому я выбираю правой кнопкой мыши переименовать глиф. И здесь просто удаляю то, что нам не нужно. Пишу бреве кир, обновляю, жму Rename. Все. И теперь у нас продублировался этот рисунок бреве. У нас сохранилась связь между ними, потому что если мы будем рисовать с нуля, нам нужно будет сделать, чтобы в идеале половинки вот такие были. То есть если мы посмотрим на глифы, которые я делал, например, вот это и вот это, мы увидим, что я их рисовал с двух половинок, которые делал элемент референсами, и теперь я могу вот так их изменять, если вдруг мне потребуется. Вот, то же самое касается у нас и вот этой тильды. Как видите, она у нас тоже сделана зеркально, чтобы проще было ее создавать. Но то же самое касается у нас бреве кир. Она у нас должна, в отличие от обычного бреве, сейчас я их два добавлю. Вот, это у нас стандартное бреве, это у нас бреве кириллическое. В чем ее отличие? Отличие в том, что вот эта часть у нас должна быть больше. Сейчас они у нас одинаковые, поэтому я зажатым C просто делаю ее побольше. Или может даже чуть пошире ее еще плюс ко всему сделать. А вот эта часть, она должна быть чуть-чуть поменьше. И вот у нас уже больше это похоже на кириллическое бреве. То есть если мы посмотрим сюда, то здесь она должна быть, верхняя часть чуть уже, а вот это чуть толще. А вот здесь наоборот. И в этом принципиальное отличие кириллической бреве от обычной бреве. Ну и по такому принципу можем создавать любые другие диакритические знаки, которых нету в юникоде, но нам для каких-то задач они нужны. В принципе, такое мы с вами будем периодически делать в этом шрифте. Те диакритические знаки, которые мы с вами создали, они на самом деле не совсем подходят для того, чтобы использовать их с прописными символами. Дело в том, что такие стандартные символы у нас делаются для того, чтобы использовать их с строчными буквами, то есть с теми маленькими буквами, у которых есть сверху достаточно места до высоты прописных, куда мы сможем запихнуть вот такие большие символы. Вот. Поэтому для того, чтобы использовать символы в прописных, диакритические символы в прописных, чтобы использовать, нам нужно делать их альтернативные версии. В чем их отличие принципиальное? Отличие принципиальное в том, что если, допустим, мы возьмем какой-нибудь символ, например, вот такой. Я добавлю сюда, в принципе, вот, нажму сюда, автолейер у меня создастся, я его отключаю. Вот так выглядит автоматически созданный автолейер, который добавил латинскую букву А и циркумфлекс. Но
Этот циркумфлекс у нас относится к строчным, и обычно находится он примерно вот на вот такой высоте, плюс-минус, чтобы быть над строчной буквой. Это мы будем делать потом. А здесь он нам тоже нужен, но не конкретно этот, поэтому правильный циркумфлекс должен быть немножко другой. Он должен быть чуть-чуть ниже и, возможно, даже немножко шире. То есть, если мы добавим сейчас сюда циркумфлекс, во-первых, он у нас, как видите, на высоте строчных символов, которые мы еще пока с вами не нарисовали, и он отличается очень сильно визуально от того, что мы с вами сделали. Это нужно для того, чтобы как раз таки компенсировать то, что у нас над буквой до предыдущей строчки было, ну, так как у нас там не очень много места, нам там нужно запихнуть не очень большого размера диакритические знаки. И вот если мы будем использовать такие обычные, то когда мы вот, допустим, я сейчас создам еще какой-нибудь символ, ну, допустим, вот такой. Также его добавлю. Вот сюда вставлю и сделаем, повторим. Вот из-за того, что у нас, я бы даже сделал еще вот что. Вот так. Вот, отлично. Этот символ мы тоже сейчас сюда добавим. Вот. Из-за того, что у нас вот здесь между двумя строчками пространство ограничено, использовать такие большие диакритические знаки, которые используются у нас строчных символов, не очень удобно. Во-первых, нам нужно будет потом немножко это все дело раздвинуть, чтобы места было побольше. Во-вторых, конечно, вот чтобы минимизировать какие-то возможные вот такие пересечения, потому что если мы сейчас вот так добавим сюда вот этот символ, он еще сильнее туда заходит. В идеале мы должны его сейчас разобрать. Как видите, он здесь у меня немножко криво поставился, это потому что на нем еще нету якорей. Потом якоря появятся, и все будет становиться куда нужно. Но я, в общем, отключаю сейчас вот это. Так, вот это мы отключаем. Делаю вот так, чтобы это было больше похоже. И, по идее, я их должен немножко вот так вот уменьшить. То есть обычный акут, который используется в этой букве, в прописной, и точно такой же букве, но строчной, они будут между собой отличаться. Это нужно, чтобы компенсировать вот это верхнее расстояние. Именно поэтому мы сейчас с вами сделаем альтернативные версии этих глифов. Я просто выделяю все те символы, которые у меня диакритически нарисованы, жму Ctrl-D, и вот здесь мне нужно создать версию, которая подходит именно для прописных символов. И чтобы они отличались между собой, у них должен быть специальный суффикс, поэтому я пишу здесь .case. И жму ОК. И вот у меня создались копии этих символов. Их принципиальное отличие в том, что у них есть специальная приписка в виде суффикса case. Для чего это нужно? Когда мы будем набирать, допустим, если люди, какие-нибудь пользователи будут набирать этот символ отдельно, они смогут за счет функции OpenType Case, которая поднимает все наши пунктуационные знаки выше, поднять и вот эти вот диакритические знаки. Вот. И что еще вообще можно сделать, чтобы еще лучше как-то вот сделать их более практичными, эти символы? Так как мы их просто скопировали, они по сути между собой никак не взаимосвязаны. Поэтому что я делаю обычно в своем случае? Например, мы возьмем, ну вот, допустим, вот этот акут и вот этот акут. Вот они у меня два одинаковых, только один у меня находится на высоте строчных, это у нас вот этот, а вот этот у нас находится на высоте прописных, ну, должен находиться. Поэтому что я делаю? Я беру и удаляю вот эти акуты, делаем в Tools Action, выбираем удалить содержимое слоя, вот это вот все я удаляю вообще, хотя вот это можно Matrix выражения, вот эти не удалять, они пускай у нас будут, все остальное я удаляю, включая якоря, направляющие, маски, контуры и так далее, жму Run для всех мастеров. Все, они у меня удалились. Теперь что я делаю? Добавляю через Contour Tool элемент Reference, пишу акут, добавляю во все мастера, и он добавился у меня точно такой же. Но что я делаю? Так как у нас теперь они взаимосвязаны, это мы можем проверить по вот этому, я не могу взять его и сделать его покороче, поменьше.
что я сделал? Я выбираю элемент Tool и поднимаю его над высотой строчных, прописных символов во всех мастерах. Так, вот это я пока сверну. Вот это вот все я вот так вот поднял. Не принципиально, насколько это сейчас правильно. Главное, что вот это у нас строчной аккут, вот это у нас аккут для прописных. И теперь, чтобы его сделать чуть-чуть поменьше, но при этом сохранить связь, потому что мало ли вдруг я захочу поменять в будущем форму аккута, я на него вешаю просто дельта-фильтр. Элемент, добавить дельта-фильтр. Так, он у меня сюда сбросился. Ничего страшного, снова я его подниму. Вот. Он у меня сбросился, потому что вот здесь добавились, видимо, какие-то... А что добавилось? Непонятно. Ну, в общем, неважно, ладно. Делаю это все заново, добавил мне вот дельта-фильтр, и теперь я могу, поставив квадратные точки, вот так его сделать поменьше. И то же самое сделать, например, вот здесь я это делаю в автоматическом режиме. Так, то у нас элемент. Добавить дельта-фильтр. Здесь он никуда не уехал, поставил точки. И, в общем, вот так я его поменьше сделал. Эту ошибку я убираю. К чему это нужно? Для чего это? Для того, чтобы когда мы создали кейс-версию и вдруг потом захотели сделать, например, форму аккута вот такую, она у меня сделалась и в прописной версии тоже. Вот, то есть это очень удобно использовать дельта-фильтры, потому что, по сути, символ-то один и тот же. Нам просто по нашему принуждению мы захотели сделать ее более вот так придавленной. И чтобы не делать это двойной работой, мы просто накинули этот дельта-фильтр, поджали его немножко, и все. И все у нас работает. В общем, такая вот штука очень-очень удобная. Пользуйтесь, и кейс-версии обязательно нам нужны, мы в будущем будем их использовать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.